Всем привет, друзья! У меня скопилась вот такая гора обрезок от шитья теплых костюмов. Это футер с начесом. Вот такой материал, с одной стороны хлопок, а с другой стороны вот такой мягкий флис. Это очень качественная, хорошая ткань, поэтому я решила сшить что-нибудь полезное для дома. Итак, для первой идеи я отобрала самые большие остатки, обрезки этих тканей, 3 цветов. Далее я взяла выкройку детской кофточки, ссылку на бесплатную выкройку я оставлю под этим видео. И на детали передней части начерчу произвольно вот такие 2 полоски. Далее я перенесу эти полоски на деталь спинки. Вот здесь в районе рукава и по низу. И также начерчу 2 такие произвольные полоски, учитывая эти метки, на спинке. Подпишу детали, чтобы потом мне не запутаться. Подпишу также места, где будет сгиб, и низ и верх. И также я перенесу вот эту метку на выкройку рукава, измерив ее сантиметровой лентой. И чертим вот такую линию. И затем разрезаем наши выкройки по тем линиям, которые мы начертили. Готово. Далее я подпишу цвет каждой детали выкройки, чтобы мне также их не перепутать. И количество деталей. У меня получилось 2 детали синего цвета, 3 детали розового и 3 горчичного. Далее нам необходимо будет вырезать эти детали, учитывая места сгиба и оставляя припуск 0,5-0,7 см под оверлок. И не забываем располагать детали выкройки по направлению долевой нити на остатках ткани. Итак, я вырезала все детали. Теперь возвращаем их в исходное положение, как они были на передней части, на спинке и на рукаве. И будем их сшивать. Раскладываем получившиеся детали. И сначала сошьем нижние части вот таким образом. Готово. Я детали отгладила. Вот так аккуратно все это смотрится изнутри. И нам теперь необходимо пришить верхнюю деталь. Сначала накладываем ее на первую сторону, делаем посередине надсечку вот такую и выкладываем вторую сторону, развернув на 90 градусов. И также прошиваем на оверлоке, но предварительно я уголок закреплю обычным швом на швейной машинке. Вот так это выглядит.
И далее обрабатываем на оверлоке. Итак, деталь переда кофточки полностью готова. Швы я также отгладила. И точно таким же образом сшиваем спинку изделия. Готово. Посмотрите, какая симпатичная кофта начинает получаться. Далее сшиваем 2 детали рукава. Готово. Теперь нам необходимо будет пришить рукава к спинке и к переду кофты. Прикалываем по срезам. И прошиваем. Готово. И далее прошьем одним швом рукав и бок кофты. Готово. Наша кофта практически готова. Я подготовила из остатка материала кашкарсе. Это как бы резинка, очень хорошо тянущаяся. Манжеты на низ, на рукава и на горловину подходящего цвета. Пришиваем эти манжеты. И наша кофта из остатков ткани разных цветов полностью готова. Посмотрите, какой оригинальный рисунок получился у кофты. Сейчас покажу на модели. Я специально взяла выкройку кофты на размер побольше, чтобы сделать эффект оверсайз. Такой свободный свитшот. Итак, друзья, идея номер 2. Я взяла обычный лист бумаги, сложила пополам, нарисовала вот такое закругление и вырезала. Далее на получившейся детали я произвольно начертила линии вот таким образом. И разрезала эти детали. Получились следующие части. Середина, 1, 2 и 3 деталь. На каждой детали я подписала, какой я хочу цвет и их количество. Средней детали нужно 2 штуки, остальных по 4. Готово. И далее вырезаем эти детали из кусочков ткани. Также смотрим за направлением долевой нити. Для середины складываем лицом к лицу 2 кусочка ткани и вырезаем 2 детали. Следующие вырезаем 4 детали, 2 в одном направлении и 2 детали в зеркальном. Итак, 4 голубых детали у меня уже готовы, и вырезаем оставшиеся детали по такому же принципу. 4 штуки по 2 в зеркальном отражении. Готово. Далее раскладываем, как мы планировали, цвет за цветом. И сошьем получившуюся деталь на оверлоке. Итак, готово наши 2 вот такие яркие симпатичные детали. И далее нам нужно будет сделать еще одну деталь
для внутренней стороны. Я возьму из однотонного футера, сделаю цельным куском. И сошьем вот таким образом. Также на оверлоке. Готово. Далее эти две большие детали складываем лицом к лицу, закрепляем зажимами. Также я выкроила еще небольшую деталь для петельки. Прошьем ее и вывернем. Готово. И вложим эту петельку вот таким образом наверх цветной детали. Прошьем две детали, которые мы складывали лицом к лицу, и петельку по всему периметру, оставляя небольшое отверстие для выворачивания. Готово. И выворачиваем наше изделие. Зашиваем отверстие, через которое мы выворачивали, и вкладываем внутреннюю однотонную часть под цветную. Отстрочим на 2 см по периметру. Готово. И нам остается только прикрепить подкладку к внешней части. Я сделаю это изнутри, прихвачу 2 шва вместе, чтобы подкладка не выпадала. Итак, друзья, наша грелка для чайника полностью готова. Посмотрите, какая мягкая, теплая грелка получилась. Она будет долго держать тепло в чайнике и украсит вашу кухню. И, наконец, третья часть, которой мы постараемся использовать самые мелкие остатки. Я вырезала вот такие прямоугольники 5 на 8 сантиметров, затем 5 на 16, состоящий из 2 маленьких прямоугольников, и большой прямоугольник, состоящий из 4 маленьких прямоугольников 5 на 8. Итак, берем все наши остатки и стараемся максимально плотно разложить наши прямоугольнички и вырезать их как можно экономнее. Припуски на швы я заложила уже в выкройке по полсантиметра. Итак, у меня получилась вот такая гора кусочков, прямоугольников. И далее начнем сшивать из них полоски. Я буду шить полоски шириной в 3 маленьких прямоугольника. Это 15 сантиметров у меня будет каждая полоска. Составляю я их произвольно, беру разные цвета, разные формы и выдерживаю ширину полоски, а все остальное на свое усмотрение. Сначала прошиваем более мелкие части, а затем более крупные. Длину полосок я сделала 90 сантиметров, но можно сделать любую
в зависимости от желаемой ширины пледа. И сшиваем все эти мелкие кусочки с помощью оверлока. Итак, готово. Посмотрите, какие симпатичные полоски получаются. Всего у меня вышло 14 штук. И теперь я эти полоски сошью между собой вот таким образом. Итак, готово. Посмотрите, какой яркий, симпатичный плед или покрывало получается. Изнутри все аккуратно обработано. И нам осталось лишь обработать края. Для этого я буду использовать двойную иглу. Подверну покрывало по всему периметру на 2 см и прошью с внешней стороны. Вот таким образом. И с внутренней стороны с помощью двойной иглы образуется зигзаг, а с внешней стороны, как на распашивальной машине шов. Итак, друзья, наш плед или покрывало из остатков футера с начесом полностью готов. Оно получилось очень мягкое, уютное и яркое. Посмотрите, как оно выглядит в интерьере. Итак, друзья, казалось бы, просто обрезки и остатки, швейный мусор, а сколько полезного мы из него сшили, и уютного, и нужного, самое главное, для дома. И если вам понравились эти идеи и это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем хорошего настроения и до новых встреч. Шейте и носите с удовольствием.